Итак, частичная мобилизация. Что важно знать работодателю? Если вашего работника призвали в связи с частичной мобилизацией, первым делом посмотрите, что указано в повестке, которую прислали работнику. Его могли вызвать на военные или мобилизационные сборы, или сразу на военную службу по мобилизации. От этого зависит, какие документы оформлять и как оплачивать. Далее смотрите, нужно ли увольнять сотрудника, сколько платить и как оформить, если работника призвали в рамках частичной мобилизации. Канал «Предприниматель Инфо». Во-первых, что делать, если сотруднику вручили повестку на военные сборы? Пошаговая инструкция. 21 сентября 2022 года президент объявил о частичной мобилизации в России. Указ президента от 21.09.22 номер 647. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Если сотрудника призывают на военные сборы, нужно сохранить за ним должность и средний заработок и действовать по следующей инструкции. Шаг 1. Издается приказ. Граждане, пребывающие в запасе и признанные годными к военной службе по состоянию здоровья, могут быть привлечены к военным сборам. Работодатель обязан отпустить сотрудника, которого призвали на военные сборы, поскольку это его обязанность по закону. Военные сборы могут длиться до 2 месяцев. Пункт 3, статья 54 закона от 28.03.98 номер 53 ФЗ. В компанию может прийти письмо из военного комиссариата с требованием обеспечить контрольную явку сотрудников компании, пребывающих в запасе, в военный комиссариат. В таком случае компания должна предоставить в военкомат список граждан, пребывающих в запасе, и отпустить их в указанный в письме день в военкомат. С даты получения такого письма нельзя отправлять в командировки и отпуска граждан, пребывающих в запасе. Компания должна содействовать своевременной явке сотрудников в военкомат и не препятствовать этому. В противном случае военные комиссары могут привлечь руководителя или сотрудника, ответственного за воинский учет, к ответственности. Статья 23.11 КоАП. Штраф составляет от 1000 до 3000 рублей. Статья 21.2 КоАП. Сотрудник, которого призвали на военные сборы, должен принести повестку из военного комиссариата. После того, как работодатель получит этот документ, нужно издать на основании него приказ о том, что работник будет на сборах. Образец находится под видео в описании. Даты освобождения сотрудника от работы в приказе должны соответствовать датам начала и окончания военных сборов из повестки. Нужно ознакомить сотрудника с приказом под роспись. Если сотрудника призвали на сборы во время отпуска, отпуск продляется на количество дней, которые сотрудник был на сборах. Часть 1, статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации. Чтобы определить, сколько дней сотрудник находился на военных сборах, нужно попросить его представить справку из военного комиссариата. Шаг 2. Оплата сборов. За время сборов нужно сохранить за работником постоянное место работы, должность и средний заработок. Статья 170 Трудового кодекса Российской Федерации, статья 6 Закона номер 53 ФЗ. Средний заработок выплачивается только за рабочие дни. Выходные и праздники не учитываются, так как сотрудника освободили от работы из-за сборов только в рабочее время. Шаг 3. Заполнение табеля. В табеле учета рабочего времени период, пока сотрудник находится на сборах, отражается буквенным кодом Г «Исполнение государственных или общественных обязанностей» или цифровым кодом 23. Шаг 4. Компенсация расходов. Расходы по оплате среднего заработка и взносов за время прохождения военных сборов возмещают военные комиссариаты по местонахождению организаций. Для этого компания должна направить в военный комиссариат заявление с указанием фактических расходов и банковских реквизитов для перечисления компенсации. Заявление в комиссариат составляется в произвольной форме. К заявлению прикладываются заверенные копии подтверждающих документов. Это извещение о призыве сотрудника на военные сборы, справки из военкомата о прохождении сотрудником сборов, приказ об освобождении сотрудника от работы для прохождения сборов, расчетно-платежная ведомость и так далее.
Шаг 5. Учитываются расходы и доходы. Все выплаченные работнику суммы учитываются в составе расходов на оплату труда. Подпункт 6 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. Они облагаются НДФЛ и взносами. Взносы также учитываются в расходах. Подпункт 7 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. После того, как компания получит от военкомата компенсацию расходов, полученные средства включаются во внереализационные доходы. Статья 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации. Шаг 6. Нужно найти замену сотруднику. На время, когда сотрудника призовут, его обязанность нужно поручить кому-то другому. Работодатель может принять нового сотрудника, оформить внутреннее совместительство, предложить другому работнику совмещение должностей или заключить договор подряда. Шаг 7. Отчетность. Если сотрудник уезжает на военные сборы, СЗВТД сдавать не нужно. Работник временно не исполняет обязанности, но его не увольняют и не переводят. Пункт 1.4 порядка, утвержденного постановлением правления ПФР от 25.12.19 номер 730-П. Что касается СЗВ стаж, то возникает вопрос, какой код ставить в отчете на время нахождения сотрудника на военных сборах. В общем случае для этого предусмотрен код «Общест». Постановление правления ПФР от 6.12.18 номер 507-П. Но этот код следует заполнять в отчете только в том случае, если сотрудник, которого военный комиссариат призвал на военные сборы, имеет право на досрочное назначение трудовой пенсии. В случае, если сотрудник компании находится на сборах, но при этом у него нет права на досрочную пенсию, в отчете СЗВ стаж этот период выделять отдельной строкой и указывать код «Общест» не нужно. Письмо отделения ПФР по городу Москве и Московской области от 18.03.21 номер Б-210-6, 1256-21. Если сотрудника призвали на военную службу, формально трудовой договор с ним прекращается. Сохранять рабочее место компания обязана только на время военных сборов. Пункт 2, статья 6 Закона 53 ФЗ. Но торопиться с увольнением не рекомендуется. Сейчас экстренно готовятся поправки в Трудовой кодекс с новыми гарантиями для мобилизованных граждан. Законопроект депутаты планируют внести уже к следующему заседанию Госдумы, то есть до вторника, 27 сентября 2022 года. Осталось буквально пара дней. Об этом только что сообщили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн. Примем решение в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Ранее анонсированные поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО, как мобилизованных, так и добровольцев, будут внесены до следующего заседания Госдумы. Будем просить коллег принять их в ускоренном порядке. Пока неизвестно, какими именно будут поправки в Трудовой кодекс. Кроме этого, вечером 22 сентября 2022 года правительство России утвердило постановление, по которому трудовой договор с мобилизованным гражданином надо не расторгать, а приостановить. На время приостановки компания может нанимать временных сотрудников. Когда работник вернется со службы, трудовой договор с ним надо возобновить. Если сотрудник настаивает на увольнении, тогда нужно действовать в общем порядке. Оформляется расторжение трудового договора в связи с призывом на службу. Инструкция ниже. Но важный момент. Вызов на заседание призывной комиссии или медосвидетельствование не повод расторгать трудовой договор с работником. В таком случае нужно действовать в том же порядке, что и при вызове сотрудника на сборы. Об этом я говорила чуть раньше. Пошаговая инструкция для увольнения сотрудника. Шаг 1.
Издается приказ. Приказ издается об увольнении сотрудников в связи с призывом на срочную службу. Пункт 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним рабочим днем будет дата, предшествующая дню отправки в часть или направления на место альтернативной службы. Работника нужно ознакомить с приказом под роспись. Если он отказывается это сделать, необходимо пригласить 2 свидетелей и составить акт об отказе от ознакомления. Работодатель не обязан сохранять за призывником рабочее место. Правда, государственные организации должны принять бывшего работника по его заявлению на прежнюю должность в течение 3 месяцев после прохождения им военной службы. Пункт 5 статьи 23 Федерального закона от 27.05.98 номер 76 ФЗ. Шаг 2. Внесение записи об увольнении. Нужно заполнить сведения о трудовой деятельности, СТДР, или бумажную трудовую книжку. Пример формулировки об увольнении. Трудовой договор расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с призывом на военную службу. Пункт 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. СТДР распечатывается и подписывается у директора. Шаг 3. Выдача документов. В последний рабочий день нужно выдать работнику бумажную трудовую книжку или СТДР с записью об увольнении, справку о доходах и суммах налога физического лица, справку о сумме заработка, иных выплат и вознаграждений за 2 календарных года, предшествующих году прекращения работы, копию сведений по форме СЗВМ за последний месяц работы, копию сведений по форме СЗВ стаж за отчетный год до даты увольнения, копию раздела 3 расчета по взносам за последние 3 месяца расчетного периода. Шаг 4. Расчет сотрудника. Сотруднику необходимо перечислить все выплаты. Ему положена зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка. Статья 178 Трудового кодекса Российской Федерации. Шаг 5. Уведомление ведомства. В военкомат в течение 2 недель необходимо сообщить об увольнении работника, подлежащего воинскому учету. Пункт 29 методических рекомендаций Генштаба РФ от 11.07.2017. Для этого заполняются сведения по форме из приложения номер 9 к методическим рекомендациям. Если работник был должником, необходимо сообщить в ФССП и получателю алиментов о его увольнении. Не позднее следующего дня после увольнения нужно вернуть исполнительный лист или судебный приказ судебным приставам. Часть 4, точка 1 статьи 98 Федерального закона от 2.10.2007 номер 229 ФЗ. В течение 3 дней после увольнения сотрудника сведения направляются получателям алиментов. Друзья, поддержите финансовое развитие канала Предприниматель Инфо, тогда здесь будет больше интересных и нужных новостей и разъяснений. Оплатить спонсорство можно по ссылке внизу под видео в описании. Ведущая канала Елена Лебедева. Напоминаю, кому Министерство обороны обещает отсрочку от частичной мобилизации. В список входят специалисты с профильным высшим образованием, необходимые для обеспечения работы отдельных высокотехнологичных отраслей и финансовой системы России. То есть частичная мобилизация не коснется сотрудников аккредитованных IT-организаций, занимающихся разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией IT-решений и задействованных в функционировании информационной инфраструктуры, операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных и линий связи общего пользования, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также взаимозависимых лиц-учредителей, издателей или вещателей зарегистрированного СМИ, организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление финансовой ликвидностью и обращением наличных денег. Плюс только что Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно.
Канал Предприниматель Инфо.